Итак, вы фрилансер или решили им стать? Слово фрилансер я с вашего позволения буду произносить правильно, так как в английском языке оно именно так и звучит. В русском языке я не дошел до словного перевода. В Google переводчике это слово переводится как «свободный художник», но как я понимаю, дословно это будет звучать как «свободный атаков». Поэтому фрилансер звучит гораздо проще. Лучше его говорить изначально правильно, так как мы с вами планируем выходить на зарубежные рынки, и поверьте, англоязычному заказчику будет сложно объяснить, что на русском языке это будет звучать иначе. Здравствуйте, друзья! Вы на канале UX Ninja. В данном видео мы с вами затронем такие темы, как виды фрилансеров, их ценовые категории, как поднять свою цену, как доказать, что вы столько стоите, демпинг и звезды, виды клиентов, мошенники, хамы, непоседы и ангелы. Также небольшой анонс. В следующем видео я хочу рассказать о том, какие программы я планирую использовать в 2020 году. Ну и конечно, с каким сетапом техники я буду входить в Новый год. А теперь предлагаю начинать. Фрилансеры бывают разные. Как я уже упоминал ранее, дословно это человек свободный художник, человек не связанный оковами. Уверен, каждый из вас согласится, как это круто планировать самому свой график, не иметь над собой босса и надоедливых сотрудников, не ходить каждое утро по одной и той же дороге и не задумываться ни на секунду. Если вы увидели крутое фото или видео новой и интересной страны, а главным препятствием для себя считать это отсутствие удобного рейса. Фрилансером также может быть фотограф, блогер, музыкант или диджей. У данного вида может быть много всевозможных ответвлений. Но мы с вами коснемся IT-фриланса, так как он на сегодняшний день самый реальный. А наверное правильнее сказать, что в IT неплохо платят. Вы должны сразу понимать, что профессия требует нереальной усидчивости и концентрации, а также непрерывного желания постоянно обучаться. Если вы не дизайнер и не программист, и вообще работать за компьютером вам скучно, и вам ближе общение с людьми, организация процессов, или же вы просто мотивированы деньгами, я вас обрадую, и это тоже реально для удаленного разработчика. Вам достаточно быть в теме поверхностно, не углубляясь в изучение дизайнерских программ. Вы просто можете быть менеджером, и это направление мы тоже будем с вами рассматривать. Также вы можете быть просто дизайнером, это то, чем увлекся я, так как мне это просто нравится. Плюсы дизайна налицо, вы всегда радуете людей красивыми картинками. Вы начинаете проект одним из первых и часто задаете всем тон. Но у данной профессии есть и недостатки, а именно, вы должны понимать, что ваша работа всегда имеет шанс 50 на 50. Она может или понравиться клиенту или нет. И повлиять на это можно лишь только годами практики. После дизайнера работа попадает в нарезку. Эта профессия называется верстальщик. На мой взгляд, эта профессия одна из самых востребованных, так как мало кто берется за верстку и делает это делом всей своей жизни. Люди уходят позже или в дизайн, или в программирование. Я думаю, главная проблема в том, что по факту самой работы верстальщика не видно обычным пользователям. Если сам дизайн вы непосредственно видите, и вся навигация по сайту, по сути это и есть дизайн, а программирование можно пощупать или понять, клацая на кнопки, то с версткой все сложнее. Если о ней не знать, то ее и не видно, это что-то между. Но именно это делает верстальщика самым уникальным и нужным членом любого проекта, так как это связующее звено, и если верстка сделана некачественно, то все заслуги дизайнера точно умножаются на ноль. Ну а программисту же приходится самому доделывать незаконченный продукт. Скажем так, хорошего верстальщика днем с огнем не найдешь. В этой профессии есть свое преимущество. Вам не надо быть творческим человеком, за вас все придумывается на старте, вам же необходимо понимать только цифры и их значения, оперировать только ими. То есть если вы намерены сделать работу до конца и без ошибок, это реально, и клиент не сможет не принять продукт. Все зависит лично от вас, вашего знания ремесла и умения соблюдать сроки. Что не скажешь в случае с дизайном и его 50% вероятностью попасть или не попасть в тренд, вкус, настроение.
Если вы чувствуете в себе творческие порывы, вы с детства обрисовали все парты и подъезды, а дизайн сайтов и приложений вам кажется чем-то однотипным и сложным, не расстраивайтесь, за последние годы профессия иллюстратор-аниматор набрала очень больших оборотов. Так что если вы чувствуете в себе силы, поверьте, художников любят больше, им проще раскрутиться. Они имеют самую веселую, если так можно сказать, профессию. Вы всегда творите, у вас практически нет рамок, все, что вам нужно, это просто парить над землей и радовать фанатов своим творчеством. Конкретно в этой профессии вы можете заняться дизайном иконок, оформлением заглавных шапок и их анимацией, иллюстрациями под сайт или мобильные приложения. А также с каждым днем я вижу все больше и больше интерфейсов с использованием арта и иллюстраций. Так что можно сказать, это очень уникальная ниша. Ну и конечно, если у вас все хорошо с математикой и вас не пугает слово алгоритм, то можно сказать, программист для вас это самая продуманная профессия. Так как этих кадров чаще всего забирают на постоянку, устраивают им теплую ванну и хорошие условия. Самые большие проекты пишутся всю жизнь, и количество участвующих в них программистов постоянно растет. То есть вам всегда будет легче найти постоянную, хорошо оплачиваемую работу. Я практически не вижу минусов в этой профессии, кроме того, что я сам по сути не программист, и мне писать код скучно. Но сам процесс и идея, конечно же, шикарны. Быть тем, кто оживляет вещи, заставляет их двигаться, подчиняет все процессы своей воле и контролю. Да, это все очень круто. Но есть еще такие ниши, как 3D, видеомонтаж и некоторые другие разновидности. Но я попытаюсь объяснить на примере того, что я знаю лучше всего. Выбор вашей профессии практически не повлияет на вашу цену за работу. Все будет зависеть только от вашего уровня и профессионализма в той или иной дисциплине. Если вы начинающий, то ваша цена $10 в час. В среднем это 40 часов в неделю, и это может вам принести около $1500 в месяц. Варьироваться эта цена может от $500 за месяц работы, в случае если вы совсем нуб, до $1000, если с вами сторговались с $1500 с учетом того, что вас взяли на постоянку. $1500-2000 в месяц вы можете получить, если вы готовы в бой. Рассчитывать только на свои силы, лично и перманентно искать клиентов. Конечно же, я выбрал последний вариант и до сих пор работаю на 100% фрилансе. То есть у меня в работе постоянно новые клиенты. Тут вам выбирать, что вам проще или надежней, веселей и следовательно проблемней. После того, как вы набили руку и окружили себя заказчиками, втянулись в тему и чувствуете в себе силы, следующая очень успешная и очень востребованная категория — это $20 в час. Как правило, это уже более-менее матерые ребята, которые поняли тему, и проекты стоимостью $10 в час ищут их уже самих. Следующая ставка — это $30 в час. В мире адекватных разработчиков, можно сказать, это одна из самых больших цен, так как в офисах за 40 часов в неделю и месяц работы я редко встречал, что платили выше $5000. То есть это те же $30 в час. И если вам надо больше, вам понадобятся суперскиллы. Или вам надо выбирать профессию менеджера, там действительно нет границ. Если вы профи, талантлив и просто дотошен в обучении, то ниже $30 в час, я бы сказал, и речи идти не может. Когда вы крепко стоите на ногах, то работа за $30 в час будет искать вас сама, и причем очень активно. Все, что выше, это или опыт, или звезды, или неадекват. Так как за $50 в час даже в Штатах легко найти хорошего разработчика на постоянное место работы, и вы со своей удаленкой имеете не очень большие шансы получить такие же деньги за час вашей работы. Когда вы ставите цену $33, $44, $55 в час, это говорит клиенту о том, что вы крут и не желаете платить проценты за транзакции. Для понимания, на Upwork найти проект стоимостью $40-50 в час не так уж и сложно. Сложно удержать такую цену на протяжении длительного периода. Поднимайте цену медленно, будучи уверенным, что вы потянете планку выше. Понижать ее всегда грустно. Поработайте усердно пару лет, и для вас будет планка $30-60 в час, ввиду того, что у вас как минимум будет большой багаж знаний и опыта. Если вы очень активен и усидчив, то от начала обучения и до первого заработка у вас уйдет несколько месяцев. Но есть случаи, когда все происходит гораздо раньше, и все, свобода, фриланс. Поднимать цену лучше всего ли так, как я рассказал, или же существует самый простой и надежный способ. Вы сидите на постоянке, но иногда делаете фриланс. Постоянно повышаете свои скиллы,
Тогда вы с легкостью через месяц или два можете поднимать свой уровень, так как любой скилл очень хорошо приветствуется или на рынке, или же вашим текущим клиентам. Если этот человек понимает, что такое мозги, он никогда не упустит талант. Для того, чтобы аргументированно отстаивать свою цену, вам достаточно собирать скриншоты успешных отзывов ваших предыдущих клиентов. Так что всегда сохраняйте истории вашего общения с клиентами, во избежание проблем при сдаче заказа. Ну а позитивные отзывы всегда помогут вам со следующими сомневающимися клиентами. Заведите себе отдельный Google Doc для этого и всегда кидайте ссылку клиенту в конце проекта. Если же вы на Upwork, то как раз там уже все придумано за вас. Демпинг и депрессия – это не панацея. Конечно, вы можете демпинговать, и я вам буду объяснять, что это портит рынок, и вы только делаете себе хуже, при этом ничего толком не зарабатывая, но я скажу вам иначе и из опыта. Я люблю сложности, не опускаясь в цене и не делаю условия мягче. Я использую время в отсутствие клиентов не на депрессию, а на обучение, и рад этому шансу, всегда использую по назначению. Не часто, но попадаются мошенники. Это, как правило, люди, которые просят вас сделать что-то наперед, бесплатно, и при этом они решат потом, подошел им дизайн или нет. И даже если вы супер начинающий, никогда не соглашайтесь на такое. По своему опыту я ни разу не видел успешного завершения данной задумки. В 99% случаев ваша идея просто используется бесплатно, и это бьет по вашей мотивации. Настоящие клиенты в 100% случаев понимают все и готовы оплатить ваше время. Всегда, когда я слал исходник без оплаты, я оставался ни с чем. Ну или же это мог быть всего лишь задаток за работу. Так что всегда стулья вперед, не теряйте клиентов, не давайте им повода бросить вас. Я очень часто смотрю на то, как пишет клиент первое письмо. Бывают такие, которые просто заняты, но бывают и хамы. Советую это узнать в начале. Это видно потому, как клиент вам отвечает на ваши вопросы с самого начала, не пропускает ли он ответы на них. Также смотрите, как произошло приветствие. Хорошие клиенты всегда отметят старания и похвалят за ваш труд в первом сообщении. Непоседы – это те люди, которые торгуются, спешат позвонить, шлют задачу быстро и в основном все хотят решить на словах. В принципе, это не самый худший вариант, если вы готовы повозиться со старта и задать им какие-то рамки, сроки и условия. Также вы должны быть готовы к неожиданным поворотам, к просьбе показать задачу раньше. Еще, возможно, будут появляться новые идеи, причем тогда, когда вы уже начали реализовывать дизайн. Ну и правки могут быть тоже достаточно смутными. Поэтому данную категорию я бы советовал брать только в том случае, если вы не нашли бизнес-ангела. Итак, бизнес-ангел – это такой клиент, который знает правила игры, всегда платит задаток и никогда не просит скидок. Обязательно в первом письме дает позитивный отзыв о вашем портфолио. Если этого нет, всегда интересуйтесь у клиента больше о нем и его бизнесе. Рассказывая вам о нем, он всегда может проявить себя. Эти люди знают, чего они хотят. У них уже есть успешный опыт разработки, или же у них есть свой готовый IT-бизнес. И они часто обращаются к удаленным разработчикам. Как правило, техническое задание у них описано четко, они не хотят уже тратить время и деньги на поиск понимания с вами. И ставят задачу так, чтобы вам было все максимально понятно. При этом вопросы по проекту всегда приветствуются, так как им это показывает вашу увлеченность и заинтересованность в проекте. Дальше можно разбивать клиентов по национальности, по корпоративному или нет признаку. Например, если вы думаете, что работая в Google или Facebook, то вас там озолотят, то я вас расстрою, это не так. Большие бренды и корпорации в основном берут раскрученным брендом и условиями. Как правило, они платят довольно-таки мало. Люди и так сами к ним бегут. Такие монстры не имеют большой нужды в поиске персонала и, как правило, диктуют свою невысокую ценовую политику. Я не буду затягивать данное видео и оставлю материал на потом. Так что напишите в комментариях, какие виды клиентов знаете вы, какие чаще всего попадаются вам и с какими вам нравится работать больше всего. Пусть это видео станет подсказкой для наших будущих клиентов. Ну а на вашем пути я вам желаю как можно больше бизнес-ангелов и интересных проектов. И до встречи в следующем видео.